Одно из моих любимых занятий – это воспроизводить старые проекты. Как, например, этот из журнала «Популярная механика» за 1995 год. Устройство, которое позволяет сверлить круглые всякие предметы, вроде труб, стержней и прочего, точно по осевой линии. Подразумевалось, что такое устройство должен делать человек, сведущий в деревообработке. Но деревообработка довольно сложный для меня процесс в плане точно сделать. А современные технологии вроде 3D-печати позволяют это делать гораздо легче. Я повторил конструкцию. Она полностью идентична по геометрии, указанной в журнале. То есть все размеры соблюдены. Единственное, что я сделал, переделал, исходя из технологических необходимостей. Например, масса отверстий вырезов, чтобы не тратить много пластика. Так как если мы вырезаем из цельного куска дерева, то никакой дополнительной обработки, кроме резки, придания формы, не нужно. Но при 3D-печати, когда мы формируем послойно, лишний материал тратить нет смысла. Переутяжелять, делать перерасход пластика, в общем-то, это никак не сказывается ни на конструкции, ни на прочности, ни на чем. Поэтому я делаю такие облегчения. И, к моему удивлению, все детали неожиданно очень хорошо совпали. Вот эта центральная часть прям очень плавно вставляется и ездит по этим направляющим. В деревянной версии направляющие чуть меньше, и они чуть меньше выступают. При их изготовлении нужно достаточно умело их расположить, чтобы скольжение было равномерным. В 3D-печати такого нет, получилось все с первой попытки. И в центральной части, там где у автора был в проекте простые отверстия, в которые вставляются втулки. Возможно, на тот момент такие втулки продавались или продаются стандартные какие-то, либо изготавливать можно. Но я решил использовать продаваемые втулки из числа тех, которые идут там для мебельных кондукторов, для столярной обработки, чтобы сверлить. В общем, направляющие для сверления. Это отверстия, направляющие для сверления, сделаны с резьбой, резьба М14 с шагом 1 мм. И в чем еще особенность 3D-печати? Она состоит в том, что можно делать резьбы очень тугими. Если мы возьмем мечик, просверлим отверстие и мечиком этим нарежем резьбу, то винт, те, что продаются, если мы их не резали на станке, он будет болтаться, по крайней мере, до момента полной затяжки. В 3D-печати можно отверстие сужать, расширять, и я выяснил, что при определенной настройке, при определенных размерах, вот эта направляющая будет сидеть очень и очень плотно. Соответственно, здесь, в этой части, мы избавляемся от ненужного люфта, и он может сохраняться только в пределах этого отверстия. Тем самым повышает точность сверления. По моим расчетам, сюда можно вставлять трубы от самых минимальных диаметров, наверное, там от пары миллиметров до 50 миллиметров. Например, простая сантехническая труба 32 миллиметра. Вставляем, и выглядит вот так. Можно уже сверлить. Соответственно, естественно, что вот эти направляющие можно легко менять. То, что я видел в продаже, существует в диаметрах от 4 до 10 миллиметров. То есть можно сразу сверлить разными сверлами, но
Слесарная практика показывает, что достаточно просверлить только одно или два отверстия, чтобы уже использовать их там для расширения другим сверлом без необходимости, например, использовать вставки, потому что может быть какое-то нетипичное отверстие, например, там 6,5 мм или еще сколько-то, и кондукторов на все такие отверстия нету, и изготавливать каждый раз новое под специфический размер тоже смысла нет. Вот. Ну и можно попробовать, как оно сверлит. Ну вот, 3 очень точно просверленных отверстия строго по осевой. Все. Мне этот проект очень понравился, он рабочий. Можно использовать трубы до диаметра там, вплоть до 50 миллиметров. Любые круглые, в общем, предметы. И я хочу сказать, что на самом деле можно еще даже улучшить вот эту систему. Как видим, что здесь мы можем находить осевую линию, но мы можем еще делать, используя вот такие вырезы, либо напечатать новую какую-то деталь. И мы имеем возможность индексного сверления, то есть сверления под разными углами. Скажем, напечатать ограничитель хода, чтобы эта трубка никуда не ходила с одной стороны, а с другой стороны, чтобы можно было вращать на определенные углы. На определенные углы смещать на определенное расстояние, то есть получать уже точность сверления разных отверстий под разными углами, ну, вполне сопоставимую с машинной обработкой, но которая достигается гораздо более простыми методами. Очень интересно, очень приятно воскрешать такие проекты, использовать их в реальной жизни.